Сколько у меня татуировок, сколько они стоят, больно ли их делать и какая моя самая любимая. Привет, вы на канале Алана Зомби, и сегодня я отвечу на все эти вопросы, которые вы мне часто задаете в соцсетях. На мои соцсети, кстати, вы можете подписаться здесь и также задавать любые вопросы, я на них буду отвечать. Первую свою татуировку я сделала в 16 лет на 8 марта, подарок самой себе. Тогда у меня был совершенно другой стиль, и ничего умнее, кроме надписи, я, конечно же, не придумала. Тогда я собой очень сильно гордилась, показывала всем эту надпись: смотрите, у меня татуировка. И после чего у меня началась тату-болезнь, если это можно так обозвать. Через 3 дня после этой надписи я набила розу, и через неделю после розы я забила весь живот. И живот я била в 2 сеанса, контура и тени. Она вообще должна была быть цветной, но мне понравилось то, что она черно-белая, и боль, которую я испытала за эти 2 сеанса, мне не хотелось испытывать еще раз, а особенно процесс заживления, потому что это было очень больно. Кстати говоря, самое больное место для меня — это живот, в районе пупка. Такое ощущение, как будто тебя разрезают острым ножом. Процесс заживления оставляет желать лучшего, потому что я просыпалась с температурой под 40, я просыпалась среди ночи, у меня был озноб, меня бросало в жар, меня всю колотило. Сукровицы было очень много, я тогда еще пеленкой обматывали татуировки, я эту пеленку меняла каждые 2 часа, потому что это было просто невыносимо. Дальше, спустя, наверное, месяцочек, а может и меньше, я пошла по ногам. Я сделала банты. До сих пор не знаю, зачем я их сделала. Тогда они были на пике популярности. И в силу моего 16-летнего ума я решила попасть в популярную историю. Сделала себе банты, слава богу, не красные. За что я до сих пор себе благодарна, но не благодарна за то, что я сделала в целом эти банты. Дальше я набила себе Белоснежку. Тогда были тоже популярные эскизы диснеевских принцесс, и Белоснежка — один из моих самых любимых персонажей Диснея, и, собственно, я ее набила. Дальше все пошло по накатанной. Я сейчас не знаю, в какой последовательности я их делала. Скажу только то, что основную массу своих татуировок я забила с 16 лет до 18. Вот за 2 года практически все, что вы сейчас видите, на мне есть, а дальше уже такие мелочи появлялись на моем теле. Потом в 2013 году я поехала в Санкт-Петербург, и там появилась следующая моя татуировка. Моя прекрасная женщина с 2 отсылками. Санкт-Петербург — город на воде, 2013 год, поэтому цифра 13. Татуировка получилась достаточно вытянутая на ляжке, а Белоснежка, она такая, более короткая. И когда я приехала в свой родной город, я поняла, что мне нужно что-то еще сделать. И я сделала опять надпись. Она на испанском языке, вроде бы. Не судите строго, мне было 16 лет. Тут надпись, по-моему... Да простят меня люди из Испании, если это испанский. В жизни есть 2 прекрасных явления — любовь и смерть. Спасибо цитатам из ВК. Кто знает, тот поймет. Дальше я начала сбивать колени. Я сделала первые татуировки на коленках, были пентаграммы. И моя семья не одобрила этого, и мне пришлось их перебивать. Первый сеанс я их выбивала лазером. Это было адски больно. Я никогда в жизни больше на это не соглашусь. Поэтому заранее говорю вам: делайте качественные татуировки, не делайте портаки. Меня хватило на 1 сеанс, хотя надо было бы еще раз. Они вот даже просвечивают, их видно. А дальше я просто забила колени татуировками, которые у меня сейчас есть. Это пантера, которая умеет шевелить носиком, и сова, которая тоже умеет шевелить носиком. Коленочки свои я люблю, и самый частый вопрос: больно ли бить на коленях? Нет, не больно, а скорее неприятно из-за того, что здесь кость, и когда тебя там 6 часов долбит в коленку, по всему телу идет вибрация, и это скорее раздражает, чем больно. Еще одна татуировка — это олень. Я не знаю, почему олень. Я никогда не мучаюсь над вопросом того, что я хочу себе набить. Я иду и бью. Прихожу к мастеру, говорю: давай что-нибудь набьем. Что набьем? Ну давай оленя. Все, олень, вот он. Я его тоже делала в 2 сеанса, по-моему, часов 5. Насколько я знаю, олень — это символ мудрости, так же, как и сова. У меня было интересное путешествие в Москву на 3 дня, и каждый из этих дней я забивала татуировками. У меня появилась вот эта прекрасная женщина с медведем на голове. Мне очень хотелось побольше женщин на своем теле, такие воинственные, сильные, все как я люблю.
Появилась вот эта дама, енот появился. Не знаю, почему енот. Просто потому что енот. И появилась матрешка, которой я посвятила своей бабушке. И когда я вернулась домой, я такая: бабушка, смотри, я набила матрешку. А бабушка такая мне говорит: а что это за проститутка? Я думала, она про женщину из Санкт-Петербурга, а оказалось, что это про матрешку. Я была очень сильно удивлена и расстроена одновременно. Она сказала, что у нее слишком вульгарный макияж. Я думаю, ну ладно. Еще одна моя татуировка — это на икре, рука со свечой. Не знаю, тоже эскиз из интернета, мне понравился, и, недолго думая, мы решили его сделать. Еще одна женщина на моем теле с зайчиком в руках. Я тоже не знаю, почему она у меня, но она вот у меня есть, и мне очень понравился сам эскиз. Мне, когда мастер его скинул, отрисовал, мне очень-очень зашло. Дальше конь, которого я соединила дымом со свечой и рукой. В общем, это получилась такая единая татуировка. Мне очень захотелось коня с клевером. Опять же, я не знаю, почему. У меня тут зоопарк образовался. Практически все мои татуировки делали разные мастера. Да, есть тут повторяющиеся. Вот, допустим, олень и коленку делал один и тот же мастер. И так далее и тому подобное. У меня есть надписи вот здесь. Здесь надпись Wonder Woman, потому что я фанат DC. И, собственно, Чудо-женщина, тот персонаж, который меня вдохновляет. И название песни моей любимой группы Five Finger Death Punch This is my war. Это моя война. Есть еще татуировка пальмы и закатного солнышка. Это я делала для визитки ТВ-шоу одного. Мне нужно было набить татуировку, и вот появились на моей ноге пальмы и закатное солнышко. Еще у меня есть мандалы. У меня их на теле 3. Вот здесь на ногах, и под грудью тоже есть черно-белая мандала. Это я когда уже переехала в Москву, мне захотелось как-то свою татуировку на животе немножко, чтобы она пошла ввысь. Также у меня есть татуировки на пальцах. Это все делалось в тату-студии с друзьями. Мы просто отдыхали, и практически каждый вечер мы себе что-то набивали. И так у меня появилась буква А, цифра 13, опасная бритва и якорь. И еще одна из свежих татуировок есть роза ветров, и я люблю путешествовать, и поэтому я ее набила на руке. На ногах уже места практически нет. Место не самое удачное, потому что татуировка очень сильно деформируется при движении руки. Но ничего страшного, как говорится. Я еще набила ее не самое удачное время. Я ее сделала за 3 дня до отъезда на Филиппины. Солнечная, жаркая страна, где татуировки очень плохо заживают. И на самолетик немножко не хватило пленки для заживления. И там красочка немножко выпала. Еще татуировки у меня есть под коленями. Тоже адская история. Я тогда пользовалась обезболом, потому что 8 часов сеанса вытерпеть не так уж и легко. У меня там есть котик, татуировщик, и собачка, художник, потому что я пишу картины, а татуировщик, потому что, тату-жизнь, она такая. Нужно было с чем-то как-то связать, и появились вот таких 2 прекрасных животных на моем теле. Самая последняя татуировка, которую я сделала, это русалка на бедре, моя самая любимая на данный момент, она мне очень нравится. Она повторяет изгиб тела. Люблю еще в планах забить 2-е бедро. И 16-летняя моя татуировка — это молния. Молния. Кто не замечает, это молния. Мы ее сделали с подругой одной краской, иглой на 2. Никогда не делайте так, это очень-очень плохо. Подведем итог. Надеюсь, я не упустила никакую из своих татуировок. Подведем итог. Сколько это стоит? Скажу честно, я не знаю, потому что большинство моих татуировок обошлись мне только за расходные материалы, потому что мастера, которые были, это мои друзья. Поэтому я не знаю, сколько стоят татуировки, но если так прикинуть, мне кажется, на моих ногах где-то около 500 000, наверное, точно есть, если не больше. Обязательно напишите в комментариях, есть ли у вас татуировки, как вы вообще к ним относитесь. Когда я приезжаю к себе домой,
Мне все говорят, ой, ну в Москве уже внимание, наверное, татуировки не обращают. Обращают. У нас в России почему-то до сих пор считается то, что если у тебя есть татуировки, то ты зэк, сидел, проститутка, убийца, вор и так далее и тому подобное. То есть люди не могут спокойно воспринимать то, что это не зоновские татуировки, а то, что это искусство на теле. Другой же контраст — это Европа, когда я туда приезжаю, или Азия, что бы то ни было. Там люди постоянно подходят, восхищаются им. Они такие, можем ли мы потрогать и сфотографировать. То есть у людей это вызывает восторг. А у нас почему-то скорее отвращение, чем восторг. И, как сказал один мужик, тебя надо прилюдно на Красной площади сжечь. Обожаю, спасибо. Если вам нужен какой-то совет, вдруг, можете написать мне в директ, опять же, в социальных сетях. Я всегда на связи. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вы тоже любите татуировки. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кстати, эти кроссовки я показывала в прошлом видео, которое вы можете посмотреть здесь. Ну и вообще заходите на мой канал, там очень много интересного. А я вас обняла, целую, пока.